Алоха трейдеры, обзор ключевых активов 12 мая 2025 года. Во-первых, всех поздравляю с Днем Великой Победы, с прошедшими праздниками. Сразу хочу обсудить историю с выступлением Владимира Владимировича. Те, кто смотрел в 12 часов ночи, вернее, первый час слушал музыку, да, потом дождались мы выступления. Это чисто политический ход. На рынке особо никак это не отразилось на рынках, потому что пока Украина не готова к переговорам. Конечно же, все уже все решили, все уже договорились, но, видимо, есть какое-то суперское условие, которое выдвигает Россия на переговорах, чтобы история с Минскими, Стамбульскими соглашениями не повторилась. Поэтому вот этот новостной фон, он будет мусолиться. Ну, а наша задача продолжать искать просто сигналы и торговать с учетом соблюдения риск-менеджмента. В топку политику погнали ММВБ, спотовый наш индекс. Э, Что тут у меня все, в принципе, по плану. Либо треугольник завершен, волна Е, либо он еще будет. То есть, у нас будет вот такая история, да, там и движение вверх. В любом случае, глобально вот этот выход будет, жду вверх, либо с текущих, либо еще через коррекцию. Ну и какая нам разница, пока торгуем в лонг. Да, вот он индекс. Если прошлый обзор смотрели, индекс жду вверх. Тут у меня завершена коррекция АБЦ. Есть ощущение, то есть есть как бы еще подозрение, что вот это может быть связка волна X, да, то есть мы что-то порастем, еще опустимся и все равно будет движение вверх. То есть то же самое, что и на спотовом активе. То есть здесь основная задача сейчас не уходить ниже вот этого лойчика, потому что тогда будет нарушение разметки. Тогда это все преобразуется в другую структуру. Там, например, тоже W, X, Y. Вот, но как бы будем посмотреть. Пока торгуем вверх. И если смотреть как бы текущее открытие рынка, я смотрю, там Сберчик вверх идет, Газпром вверх. Вчера все вверх торговалось, не очень сильно, там примерно плюс 2%. Но в целом как бы открытие рынка я жду сегодня вверх. Значит, у нас будет вот эту зону мы пробиваем и идем к следующей зоне, к вот этой. То есть открытие рынка я жду примерно вот здесь. Дальше будем смотреть. Либо будут слабые продажи, и тогда пойдем на джок, back to creek и поехали вверх. Либо здесь появится продавец, сделает аптрастик, да, вот какую-то манипуляцию вот с этим объемом, вот с этим спредом устроит. И пойдем тогда вниз. И уже там может быть несколько планов. Будем тоже посмотреть. В общем, открытие рынка жду вверх. И вот в этой зоне будем принимать решение, куда торговать. Естественно, все это мы будем торговать в закрытом канале HODL. И с учениками на менторстве и на потоки для новичков. Кстати, курс у нас для новичков завершается уже, по-моему, последние там уроки у нас остались. Вот дальше будет практика. И уже в начале лета я буду набирать новую группу для того, чтобы успеть отторговать историю с этим августом. Да, у нас август всегда такой критический месяц, там будет большая волатильность. Я жду сильный рост бакса. Я жду каких-то событий уже политических, более классных движений. Вот. И это, скорее всего, либо конец лета будет, либо уже осень. Собственно, за 2 месяца можно отлично подготовиться. Плюс многие мне писали, что у детей каникулы, полегче станет, готов учиться. Вот, так что, ребята, имейте в виду, скоро будет объявление, скоро будет набор. Собственно, у меня есть уже ученики, у меня есть курс в записи, да, у меня есть время для вас, чтобы передать все знания, поэтому приходите обязательно на этот летний поток, чтобы мы с вами в спокойном, кайфовом летнем режиме на чили, на расслабоне подготовились к хорошему тренду. Плюс такой же тренд я жду в крипте.
жду сейчас коррекцию по биткоину. Несколько у меня тут вариантов. Вот он был основной, помните. Я до сих пор в позиции. Там уже больше 350% у меня накапало. Вход здесь был. Соответственно, дальше что? Скорее всего, будем обновлять вот эти все хаи, да, то есть локально жду какую-то коррекцию движения вверх, а может быть уже и мы здесь будем и без остановок, потому что вот эта структура импульс, коррекция, импульс и погнали на там 130. Вот, то есть тоже все веду в своем канале, выкладываю в Телеграме, можете все посмотреть, увидеть. Вот, ну давайте вернемся. Ну, вот и тон держу, да, тончик держу, вот она позиция была наша, заходили мы все, ее держим. 12 апреля был вход, тоже в телеграм-канале по хэштегу тон можно найти. И потом не говорите, что я не говорил. Давайте посмотрим еще наши какие-то ключевые активы. Сберчик жду вверх, вот он тут разгоняется. И, собственно, если это основной план у нас в действии, то у нас вот уже идет импульс. То есть, вот это все у нас идет один, 2 и там пошла ракета. То есть, это основной план. Что смущает нетестированный вот этот объемчик? Конечно, он смущает. Может быть, еще такая структура сейчас какая-то нарисуется, потом потестируется, только потом вверх. То же самое, что на ММВБ. То есть, вот этот объем я держу в голове. Он очень опасный. То есть, вот здесь вот зашли крупные игроки, и после этого не было такой внятной коррекции. Но ее может не быть, потому что, в принципе, это нижняя граница канала, и мы просто отсюда... То есть, мы сюда вернемся, но через несколько лет уже. Вот, так что Сбер вверх, Газпром вверх. Вот он тоже тут разбегается. Непонятно пока структура, но вот похоже на импульс 1-2. То есть, все везде одинаково. И тут уже вот этот тестированные объемы. Тут только нужно зайти в эту зону, обновить вот этот хай. И тут откроется ракета, да, вверх. Норникель тоже вверх. Тоже потихонечку тут идет такой разгон. И все как бы мои тезисы прежние. То есть, только подписывается договорняк, ракета в рынке, но она будет раньше, скорее всего. Сначала рынок полетит, как обычно, да, а потом мы узнаем, что подписали в Турции какое-то соглашение, перемирие и так далее. Вот. Ну и следующая новость, которую мы будем ждать, как раз я ее жду где-то к осени, скорее всего, потому что ну, вот пока предпосылок нет, я смотрю макроэкономику, инфляцию, понижение ключевой ставки. Цикл повышения завершен. Мы ждем любые первые ласточки по снижению. Соответственно, как только начнет снижаться ставка, люди будут вытаскивать деньги из депозитов. Я уже тоже об этом много раз говорил. Вклады на 2-3 года, посмотрите, ставка там уже 12%. То есть, ну, ставка уже закладывает понижение. Банки уже это понижение видят, уже считают экономику, банкиры самые богатые люди на земле, поэтому они уже все знают. Уже банкоматы и Сбер уже давно работает в зоне проведения специальной военной операции, то есть они туда уже безрискованно входят, уже захватывают рынки, поэтому все у банкиров хорошо, соответственно, скоро у нас будет все хорошо. ВТБ тут у нас объявляет о дивидендах, это тоже очень хороший признак, опять же, все хорошо у Костина, у Грефа, вообще в банковском секторе. Вот такая вот ракета. Мы с ребятами из клуба «Одна волна» тоже держим этот актив. Вот он был план. Ну, коррекция, да, коррекция усложняется. Так бывает. Ничего, просто на споте держим. Собственно, тоже тут заходной импульс у нас. Все растет, все пахнет, все замечательно. Похоже, что это 1-2. Пошла третья волна, она будет разгонная. Если вы не в этой ракете, то ждите коррекцию, потому что, ну, я думаю, что, может быть, вот тоже протестируют еще и полетим вверх. Аэрофлот тоже держим, санкции снимаются, ракеты взлетаются. Вот наш план был, вот он факт. Да? То есть, здесь мы из 53, по-моему, мы держим эту позицию. Нижняя граница канала, дивергенция, двойное дно. Все ученики, которые прошли у меня курс, все сигналы эти знают, видят и позицию держат по Аэрофлоту. Значит, давайте нефть посмотрим. Тут у меня неоднозначно. Ждал вниз. Все мои цели по падению у меня завершены. И думаю, что вот уже начинается разгон, хотя мы в нисходящем канале. Поэтому тут может быть вот такая история. И еще одно движение вниз. Вот это основной план, наверное, я его назову план А. Ой, написал Д. План А. После праздников забыл, как писать.
Это вообще по-осетински. Буква Э. Значит, небольшой рост, потому что вот тут, вот видите, рост какой идет, не очень некрасивые спредики, но в целом как бы жду небольшой рост, коррекцию и потом уже большое движение вверх. Пока основной сценарий все-таки вниз. Вот через вот такое вот движение я жду нефть. И натуральный газик. А вот с газиком поинтересней, там уже завершается заходной импульс вверх. Где он у меня даже тут? Надо склейку найти, да? Да, вот он. Значит, завершается заходной импульс. Я думаю, что это один. Вот сейчас вот так сделается. Один, два. И поехали. То есть, вот он основной план по газу. Я дождусь вот этого роста, потому что здесь очевидный импульс. 3, 4, 5. Коррекция АБЦ. И вот здесь уже буду котлетить со стопом сюда и движение вверх. Газ – это главный ресурс на полях сражения за энергоносители, за ресурсы. Когда снимут санкции, полетит Новатэк, полетит Газпром. Ну и, собственно, восстановление всех экономик, оно невозможно без ресурсов. Да? Все войны за ресурсы у нас, поэтому неизбежно как-то будет. Если нефть вниз, то газ точно будет вверх. Спрос на газ вырастет. Вот, золото тоже жду вверх. Сейчас идет коррекция в рамках вот такого боковика. Небольшое распределение идет. Коррекция. И вот тут на маленьких объемах мы снижаемся. Но я думаю, что это все либо какая-то фигура треугольник рисуется, либо какая-то комбинация. Ну, в итоге мы из этого боковика еще должны обновить вот этот хайчик. Вот. Вопрос когда. Да? То есть, может быть, сейчас X, Y, W, да, и поехали вверх на еще одну волну. В этом плане мне серебро больше нравится. Жду, тут уже как будто бы торможение. Вот он ждал коррекцию и движение вверх. Это из прошлого обзора. Собственно, первая цель вот в районе 36. Будем обновлять эту историю. Так, ну и что тут еще? Застройщики, да, я вам говорил, покупаю, когда льется кровь, вот охочусь за пиком, какой-нибудь более внятный заходной импульс бы нарисовали, потому что в целом вот эта история очень похожа на АБЦ. АБЦ и движение вверх. Если жду за самолетом. Вот, все застройщики взлетят, когда начнут понижать ставку. Сейчас пока вот идет набор позиций, я так подозреваю, но я сам пока не рискую. Вот, скорее всего, все-таки мой фаворит будет компания ПИК. Знаю, что тут ребята в Иркуте сидят, ждут. Наверное, держите, потому что вот мне нравится. Структура нравится, похоже на импульс, коррекцию. Вопрос, завершена ли коррекция. Ну, на споте точно надо держать. Вот, больше пока ничего интересного не видел. Вот Тинькофф тоже разгоняется, тут потихонечку покупатель ну, активный есть. Вернемся в лонг по HeadHunter скоро. Потом перерисую разметку, потому что, ну, возможно, вот какое-то тут было такое усложнение. Но в целом для спота, для долгосрочных инвестиций, если вы хотите припарковать деньги там на срок от года до 3 лет, то вот HeadHunter одна из таких компаний. Ну и Озончик, который мы взяли на прошлой неделе, тоже тут жду иксы. Может быть, через какую-то вот такую коррекцию. Так вот и вот так вот. Но в целом тоже можно поддержать. Хорошая компания. Даже в Краснодаре стадион Краснодар в парке Галицкого переименовали в Озон-арену. Это о чем-то договорит. Компания развивается. Хорошие у них показатели финансовые. Хороший бизнес, понятный. Расширяют свою линейку, продукты, медицина, товары, банк. В общем, все развитие, как у всех международных маркетплейсов. Вот, значит, торговый план на сегодня. Чуть позже выйду в эфир для учеников и для трейдеров с менторства, потому что ждем открытия. Да? Сейчас посмотрим, как фьючерсы откроются, и посмотрим реакцию. И вот уже, когда будет понятно, что тут произошло, я уже дам сигнал, куда мы будем торговать. То есть, если появится продавец, будем шортить, чтобы поймать вот эту коррекцию. Либо будем уже искать лонг, чтобы, ну, обновлять хаи и лететь в светлое будущее. Вот, всем хорошей торговой недели и пока-пока.